смотри. Вот как снимает. Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Распаковочек. Потом стопор. Палец ставим, второй стопор. Поршень с шатуном собраны. Все 6 штук. Все 6 штук. Поршень идет уже с кольцами. Желательно проверять их правильность установки на заводе. Сразу установлю масляные форсунки, поставлю сразу, потому что там неудобно потом. Очень. Вкладыши все разные. 3 миль. Тут вложить, потому что не стоит. У каждого бугеля есть нумерация. 1, 2, 3, 5. И вот здесь на блоке есть циферки. Как на сканере. Полукольца обязательно должны устанавливаться вот этой стороной
коленвалу, а вот этой к блоку. В начале моей карьеры, блядь, поставил неправильно. Машина доехала до Казахстана и сломалась. И я туда летал, снимал там двигатель. И оказалось, все вот этих вот. Ну, с тех пор он у нас больше не работает. Должен был он прийти. Головку. Смазываем шляпку маслом. Вообще двигатель надежный, нормальный? Конечно. Еще с тех времен, когда на качество. Ну, конечно, когда они по 2 миллиона, по 3 они спокойно ходят. Ну, трактор двигатель. Надежный, как никакой, наверное. Здесь просто человек перегрел в один прекрасный момент, ну и начался масложор. Причем, что он еще ездил бы и ездил, а такого серьезного вообще ничего не было. То есть разбор вкладыши там адекватно, все адекватно, единственное, что по дизелям небольшие проводники появились. Ему это не хотелось, и он решил их пропитать. Доворот на 120 градусов. Посмотрим. Слушай, у меня тогда вопрос. Вот если делали двигатели хорошие, то зачем делать, потом изменять что-то, если вот уже есть что-то хорошее, зачем это менять на то, что уже потом не очень? Евро. Это чисто из экологии? Ну, топливная система меняется. Ну, чтобы выхлоп был ромашками. Надо же что-то изменять, облегчать конструкцию. То есть здесь вот такое все массивное, железное, крепкое. Хотя тоже бывает, что колено ломается. Но тем не менее. Кожух маховика. Все, как всегда, смазываем и разводим. Кирилл сказал, что вот насос.
такой же двигатель есть с ТНВД насосом. Ну, то есть он все точно так, что это стоит ТНВД насос. А там тоже вал, получается, какой-то стоит, типа распредвала, да, какого-то? Да. Вал с этими самыми кулачками, то есть, смотрите, его видать, он крутится, он толкает, соответственно, плунжер. Сейчас дальше будем собирать. Сейчас они опять перешли уже на менее, то есть уже два только плунжера, ну, то есть который 106, да, он уже идет, там две секции только, ну и 6 форсунок, который Common Rail уже переходит. Ну, получше считается, да, все-таки вот с такой системой. Опс. Димка хотел сказать. Что, устанавливаем наконец-таки ГРМ. Всех остальных. Здесь метка, вот здесь метка и вот здесь. Почему в легковых машинах нельзя было без ремней, цепей вот такие ГРМ делать, чтобы через шестерню все работало? Ну, она же более шумная. Вот все говорят про стенд. Видишь, друзья, зачем этот стенд, если он можно все нормально и так делать? Установлено здесь все. Устанавливаем. Приходилось. Когда ты себе купишь свой набор, тогда можешь и прятать, ну. Корпус масляного фильтра. О, так это Ведрилово старое, да, совсем, да? Зато надежно. Это им, знаешь, им ты Говорил, ты кому не говорил? Вот мы собрали до такого состояния, так сказать, низ, блок, двигатель. За кадром у нас осталось, что нужно делать обязательно. Соответственно, ремонт головки мы сделали, не особо там показали, да, там сборку только. Мы заменили клапана, притерли все, заменили маслосъемные колпачки, собрали. Также здесь у нас и выступ гильзы замеренный, что осталось за кадром. И обязательно надо проходить резьбу. То есть метчиком я проходил резьбу всю полностью по кругу. Для чего? Потому что болты устанавливаются на резьбовой герметик. Они здесь болты сквозные в систему охлаждения. И поэтому обязательно новые болты идут герметиком. Сейчас покажу какие. Вот они. Прогнивают и антифриз в масло. Там нет фиксатора никакого? С одной стороны. Да. Один только есть, второго нет. Ну и в этом есть тоже нюанс. При установке ГБЦ надо устанавливать, надо впускным коллектором их выравнивать, а потом только затягивать. Ну ладно, по-хорошему так. Там линеечкой, не линеечкой выравнивать.
Камеру кто положит? Выпускной коллектор. Впускной. Впускной коллектор. Теперь получится, что мы не две головки, а как будто бы одну затягиваем. Мгм. Ну, то есть некоторые сейчас скажут, блин, ты эту затягиваешь, ну, то есть по-разному будет. Ну, это как одна цельная, будем тянуть, то есть сразу и эту одновременно, одним моментом. Болты идут уже с намазанным герметиком. Поэтому они считаются именно одноразовыми. Хоть такой роликовый толкатель ЛД-секции. Какая-то она. Потом. Теперь толкатель клапанов. Прорез, видишь? Ну, Есть планочка такая сейчас железная будет, которая держит это. Гениально! почему бы Mercedes не использовать такую систему? Ну, потому что надо же продавать блоки. Распредвалы и все остальное. И все, и ничего не ломается? То есть ролик там, отдельно составляющая часть. Здесь уже. Просто, да, ну я ему отправил. Так, вот штанги установили. Так, и они входят в толкатели. Что это? Нифига ты крутится. здоровый, руки у тебя просто сильные. Шайбочку. Колодец. Да.
в смысле, за него ушел. Ладно, считай, что... Так и стал делать. Хоть кого-то. Найди человека, который будет этим заниматься. Это делается, как и... Некоторые зрители спрашивают, почему мы не красим двигатель после ремонта капитального. Согласен, это было бы красиво, да? Капитально, но просто никто за это не хочет платить деньги на самом деле. Люди не заинтересованы. Не, мы когда разбогатеем, я об этом думаю, мы когда разбогатеем, мы будем нашим клиентам бонусом красить, я буду сам ходить, вот. Ну, пока что у нас денег нет. А еще когда разбогатеем, введем рубрику «Бесплатный ремонт». Ну, за звучат все платят, а за работы за твои нет. За твои работы рекламодатель платит. Такой бочонок лотерейный повесим на входе, типа, там из 100 бумажек, 5 бумажек бесплатные, ну, работы. У И кого-то все, человек, X2, у кого-то 10% скидка, у кого-то там... человек пришел, так, потянул, все, есть, поехали. Как вам идея? Еще призываю рекламодателей, кто хочет рекламу, можете, что вы производите, либо продаете, может, инструменты какие-то, присылайте, будем разыгрывать среди наших зрителей вместе с вами от вашего лица. Вам реклама, а нашим зрителям подарки. Почему бы нет? Кондей не был подключен, но я поставил его все-таки на месте. Мало ли человек захочет его потом.
Так, друзья, давайте быстренько вспомним, с чего мы начинали это видео, как это все выглядело. И вот такой вот результат у нас получился. Готовый к установке двигателя. Значит, сейчас мы его устанавливаем, запускаем, проверяем, говорим, сколько это все заняло времени, сколько это заняло денег. Все, двигатель установлен. Обвязываем. Ставим коробку. Запускаем. А здесь у нас заехал Renault Т-серии, Евро 6. Упало давление масла, 13-литровый мотор. Тоже будем ремонтировать. Первый запуск. Да, жидкости залили, антифриз, масло. Давай, пробуй. Нет, понятно, сейчас поработать, может, потом перепроверить можно. Такая Renault приехала еще одна на ремонт, пока двигатель ставили одна, и вторая что-то они начали ломаться. Сейчас покажу, что они. Компрессор. И вот так произошло. Так, машина сейчас поработает, потом все перепроверим. Поднимем кабину. Смотрите, какой еще интересный автомобиль приехал. В следующих видео будем ремонтировать его. Газовая Scania, полностью на газу. Антифриз, потек от ГБЦ. Итак, друзья, автомобиль к нам приехал уже на первое ТО. Машина проехала чуть больше 1000, да? Ну да, после окончания, после запуска его прошло там недели, наверное, чуть больше, дней 10, наверное, он поездил, 1000 накатал, приехал к нам на замену масла, масляного фильтра. Это обязательное действие после капитального ремонта. У нас притирается гильзопоршневая группа, то есть, гильзокольца. И обязательно это менять надо масло и масляный фильтр, так как у нас в масле появляется мука, когда притираются гильзокольца. Говорит, первое, километров 300-400 у него подымливала машина, то есть маслом пахло. Что говорит, это, соответственно, кидал на выхлоп масло. После чего, после 300 или 400 километров, говорит, прямо прекратилось, все стало сейчас хорошо, не дымит, работает хорошо, пока по расходу не понял топлива. Говорит, вроде чуть больше, не больше, но масло перестало. Вот, основная проблема у него была, это расход масла.
в большом количестве, и когда машина просто стояла, работала на месте, у него с сапуна капало масло именно. Ну, лужица появлялась после того, как машина постоит. Ну и капало, соответственно, с сапуна. С этим он, собственно, и приехал. Приехал сразу же, попросил нас сделать именно капитальный ремонт, то есть поменять гильзы, кольца, ну и обновить все, что надо, то есть вкладыши и так далее. Когда мы начали разбирать, ничего мы серьезного там не обнаружили, прям сильного. Там камеры смотрели, там были, да, пролысины или еще что-то, но таких прям сильных задиров на гильзах, ничего такого не видать. Ну, как потом, конечно, выяснилось, по общению с ним я разговаривал, он говорил, что он его кипятнул, поэтому и переживал, что после этого начало есть. Соответственно, сами кольца стали, как говорят, ватные, они не справлялись со своей задачей, поэтому началось это сапунение или жор масла, то есть из-за перегрева двигателя. Вот, у него с ретардой, и там патрубок один сорвало, и ему пришлось там что-то проехать, чтобы остановиться. Он говорит, ну, видимо, из-за этого все и случилось. Вот. Ну, об этом мы уже разговаривали после того, как я разобрал весь двигатель. Хороший двигатель, соответственно, он, по сути, он надежный двигатель, он ходит очень много, то есть даже по вкладышам было видно, что там сильного такого, что вот прям надо было менять, такого нет. То есть еще бы проездил хорошее количество, километраж хороший. Двигатель еще с тех времен, когда стремились к качеству. Да. Ну, пришлось человеку выложить еще почти 1 миллион за это все. У него было заменены гильзы, кольца, вкладыши, прокладки, соответственно, в круг, по головке там клапана мы меняли какие-то. Самое основное, что потянуло, это, соответственно, ремонт был топливной форсунки, и было у него проблема дергания коробки. То есть он менял сцепление, но это не помогло, и он уже думал, что надо делать коробку и так далее. Но когда мы разобрали, мы увидели, что у него маховик волнами. То есть при замене сцепления никто не обратил на это, видимо, внимания или что, ему просто поставили новое сцепление, но не поменяли маховик, который надо было менять, потому что была на нем выработка. Соответственно, мы заменили ему маховик, поставили новый, поставили сцепление, новый диск и новую корзину. Ну, также выжимной выжимной и вилку. Ну, после чего человек остался довольный, говорит, ездит нормально. То есть не пинается, перестал пинаться и все остальное. Хотя уже думал, что придется в коробку тоже вкладывать. Вот, поэтому он убил 2 зайцев, соответственно, и сделал полный капитальный ремонт двигателя и устранил, да, проблему, которая дергание у него было. Вот, теперь, ну, человек довольный, вроде ездит, все хорошо. Вот приехал на ТО 1000, сказал, что все хорошо. Вот, ну, у нас получилось вот такое вот видео. Да. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. комментируйте, да. А если будут вопросы по ремонту, звоните, номер указан под этим видео. Да. Приезжайте. Всем пока. До связи. Razborgruз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.